Всем привет, это старт курса по этичному хакингу, и я хочу сделать небольшой дисклеймер, то что не надо никого взламывать, никакие сайты, потому что это все является незаконным, и если что, ответственность за ваши действия я не несу. Обязательные условия перед прохождением курса. Должен быть какой-нибудь Debian-подобный дистрибутив Linux, например, Kali Linux желательно, и также можно использовать macOS для этого. Но Windows подходит меньше всего, потому что там очень много дыр безопасности, и через Windows вас могут легко вычислить. Или быстрый интернет рекомендуется, но обязательно хотя бы наличие интернета, потому что все программы, которые будем устанавливать, они будут скачиваться с интернета. Ну, также Wi-Fi желателен, чтобы был в наличии, потому что у некоторых компьютеров Wi-Fi вообще нету, и он желательно должен быть. И также желательно посмотреть видео про терминал Linux, мое видео, потому что там я объясняю много разных команд, которые могут пригодиться. Сейчас я покажу базовые термины, которые необходимо также знать. Ну, фотпринтинг — это поиск информации в интернете, допустим, пробив боты какие-нибудь и так далее. DOS — это атакуете сайт именно вы, то есть отправляете сломанные пакеты на сайт, и таким образом он может сломаться. 10 тысяч пакетов для Apache будет примерно достаточно. DOS — это только вы. А DDoS — это уже когда много людей ддосят сайт. То есть, допустим, вы создаете какой-то вирус, который отправляется на компьютер жертв, и потом он незаметно ддосит сайт вместе с вами. RED — это удаленный доступ, то есть, допустим, вы отправляете также вирус на какой-нибудь компьютер, и вы получаете полный доступ к нему. То есть, вы можете также ддосить сайт, допустим, таким же образом. Rootkit — это такая утилита, которая встраивается в саму систему и прячется от нее. И таким образом через Rootkit можно прятать ратники и так далее. Фишинг — это такой способ взлома, когда вы отправляете какой-то поддельный сайт, допустим, поддельный сайт vk.com, но он будет являться не настоящим. Жертва вводит туда свои данные, пароли, код из SMS, и вы получаете все эти данные и входите в аккаунт. Также фишинг можно проводить через взлом Wi-Fi. У Wi-Fi есть свой DNS-сервер такой маленький, и там тоже вы можете заменить IP-адрес сервера vk.com на свой IP-адрес фишинговый, и таким образом, когда жертва будет переходить на vk.com, он будет думать, что вводит свои данные на настоящий сайт, но на самом деле эти данные будете получать вы. SQL-инъекции — это SQL-код в HTTP-запросе, об этом мы поговорим в ходе курса. VPN — это хорошее средство для анонимности, он шифрует все ваши данные, и также оператор не видит все ваши данные и не может понять, на какие сайты вы заходите, так вас никто не взломает, и также IP-адрес тоже заменяется на IP-адрес сервера. Прокси тоже хорошее средство для анонимности, но оно хуже, чем VPN. Tor-браузер — это браузер для того, чтобы подключиться к сети Tor, и там вы будете очень анонимным и можете заходить на те сайты, которые недоступны при обычной сети, в обычном браузере. VPS — это сервер на виртуальной машине, то есть это сделано для того, чтобы кто-нибудь из сети не мог получить данные на вашем сервере, потому что они находятся на виртуальной машине. Keyloggerы — это специальные программы, которые получают все клавиши, которые вы нажимаете, и таким образом можно воровать пароли и так далее. Firewall — это так называемая горячая стена огненная. Что она делает? Она защищает весь ваш трафик, весь трафик проходит через Firewall, и таким образом, если будет какой-то очень подозрительный трафик, он будет сразу же блокироваться. И таким образом можно защититься от различных атак. Итак, с базой закончили. Сейчас я покажу установку Kali Linux на виртуальную машину, потому что на основной системе это делать максимально не рекомендуется, и для большей анонимности лучше все делать на виртуальной машине. Я это буду делать через VMware, также можно VirtualBox или QEMU, но я буду использовать именно VMware. Мы просто вводим VMware, Download, и заходим на сайт vmware.com, и скачиваем For Linux. Download now.
И у нас скачивается .bundle файл, который весит 500 мегабайт. Если вы смотрели видеоролик про терминал Linux, то вы знаете, как устанавливать bundle файлы. Я про это рассказывал. Все, файл скачался. Теперь мы переходим в директорию загрузок и вводим команду chmod 777 и имя bundle файла. И далее мы просто вводим .slash и также имя bundle файла. И после того, как я нажму Enter, у меня начнется установка VMware. Ну, так как у меня VMware уже установлен, у меня вот такое сообщение показывается. Далее мы заходим в сам VMware Workstation. Вот оно, это приложение. И первоначальная настройка. Здесь мы все принимаем, конечно же. Да, обновления, мне они не нужны. Yes. И я буду использовать бесплатную версию на 30 дней. Finish. Нажмем пароль. И все. Вот мы зашли в VMware. И здесь теперь мы скачиваем официальный Kali OBS с сайта kali.org. Здесь нажимаем Download. Выбираем Live Boot. И скачиваем стабильную OBS Kali 223.1. Но у меня есть свой кастомный OBS Kali Linux, поэтому я буду использовать его. Есть Create a New Virtual Machine. Обычный способ. Есть выбираем Use ISO Image. Все, мы выбрали ISO OBS. Нажимаем Next. И он у нас не определил систему. Мы выбираем Linux Ubuntu 64 бит. Потому что Linux основан на Ubuntu. Next. Если выбираем название, это у нас не Ubuntu, а Kali Linux на самом деле. Это мы пишем Kali. Это место, которое необходимо. Минимум 20 гигабайт, то что будет вполне достаточно. Если я выбираю вот этот пункт, все хранить в одном файле. Ну и в принципе вот так. Это мы еще раз смотрим на наши выбранные настройки. С оперативки слишком мало, я немного настрою. 4 гигабайта. Вот, и нажимаем Finish. И все, у нас запускается виртуальная машина с Kali Linux. И мы выбираем Start Installer. И у нас начинается установка Kali Linux. О том, как установить Kali Linux, я уже снимал видео, поэтому вы смотрите его, устанавливаете на виртуальную машину и далее следуете инструкциям. Все, Kali Linux установился, мы загрузили в систему, и, как видите, я использую KEMU, а не VMware, потому что в VMware у меня проблемы с интернетом, а интернет это как раз таки самое важное, поэтому KEMU. Ну, в принципе, разницы нету, поэтому мы сейчас открываем терминал, вводим sudo su и пароль, который вы задавали при установке. Все, мы под рутом, и мы должны обновить систему, поэтому вводим apt update. И потом мы вводим apt upgrade. И все, у вас обновится система. Но я уже только что все обновил, поэтому у меня ничего нету. Ну все, это была первая часть курса по этичному хакингу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть следующие части. Всем удачи, всем пока. Всем привет, это вторая часть курса по пинтесту, и в этой части мы настроим и установим браузер Tor, тот самый анонимный браузер. Сначала мы вводим команду apt install Tor, и мы видим, что он у меня уже установлен. Далее проверяем статус сервис Tor статус, и мы видим то, что он у меня уже запущен. Если он у вас не запущен, то мы вводим сервис Tor start. Если есть какие-либо ошибки, то мы можем ввести просто сервис Tor restart, и он перезапустится. После того, как мы установили Tor, мы должны скачать сам браузер. Для этого мы заходим в Firefox. И желательно установить какой-нибудь VPN, потому что официальный сайт Tor Project, он не открывается без VPN. Поэтому заходим в расширение и вводим VPN, чтобы найти какой-нибудь VPN.
И я использую вот этот бесплатный VPN, Hox VPN Proxy. Вам ставить его не обязательно, но чтобы его включить, мы просто заходим сюда и подключаемся к чему-нибудь. Я к Нидерландам. Сейчас я к ним подключаюсь, все, я подключился. Теперь я что делаю? Просто ввожу Tor в поисковик. Ладно, вот я ввел в поисковик Tor и заходим на первый сайт. И как видите, он открывается. Без VPN он не откроется. И здесь мы скачиваем версию для Linux. Вот, для Linux. И ждем, пока скачается. Я уже скачал. И она находится вот здесь. Вот он, этот файл, Tor браузер. Мы нажимаем правой кнопкой мышки и Extract Here. Он извлекается. Заходим в папку и нажимаем на иконку. И у нас открывается окно входа. Сразу мы подключиться не сможем, даже при VPN, потому что нам придется использовать мост. Поэтому мы заходим в настройки, Settings. Далее мы заходим в Connection. И здесь мы выбираем Snowflake Most. Select Built-in Bridge, и там выбираем Snowflake Most. И вот он уже выбран. И после того, как вы себе выбрали мост, мы просто нажимаем Connect. И мы постепенно подключаемся к сети Tor. Все, мы подключились. И теперь можно ввести какие-нибудь запросы. Например, мы вводим Hidden Wiki. Это сайт, на котором можно найти какие-нибудь Onion ссылки. Вообще, Tor браузер, он предназначен для того, чтобы открывать ссылки .onion. Поэтому мы заходим на Hidden Wiki. Попробуем зайти вот на такой сайт, Onion Links. Этот сайт я уже проверял, он нормальный. Посмотрим, откроется ли он по этой ссылке. Вот, открылся сайт. Здесь можно найти какие-нибудь Onion ссылки, которые можно открыть в Tor. А тут сам сайт Onion Links. Разные дарк-шопы. Можно купить карты с деньгами, типа. Ну, на самом деле все это обман, конечно, лучше деньги тут не тратить. Chance, тут вот форумы, еще какие-либо сервисы, тут VPN, прокси и так далее. Даже клиенты, email в виде Onion, хакинг и так далее. Очень много разных Onion ссылок здесь есть. Можем перейти на любой из них. Допустим, вот на эту. Вот эта ссылка у нас все-таки не открылась. Она кривая. Посмотрим, откроется ли это. Короче, работает все очень медленно. Половина ссылок не открывается. Ну то тогда давайте настроим прокси. Чтобы установить прокси, мы вводим команду apt install proxy chains. И как видим, он у меня уже установлен. И чтобы редактировать конфиг, мы вводим nano etc proxy chains.conf. Зашли в конфиг, и, во-первых, мы выбираем тут Dynamic Chain. По дефолту у вас тут будет решетка, то есть строка закомментирована. Мы ее раскомментируем. А вот эту строку, которая по дефолту выглядит вот так, мы ее комментируем решеткой, и все. То есть мы вместо Strict Chain выбираем Dynamic Chain. Это очень важно, выбрать именно Strict Chain. Далее Proxy DNS тоже обязательно должен быть раскомментирован. Если перед ним стоит решетка, то обязательно ее убираем. И вот в самом конце файла у нас находятся все прокси сервера. По дефолту у вас будет только одна строчка. Это вот это, SOX 4 и локальный IP, который по дефолту использует Tor. Мы добавляем сюда SOX 5 и то же самое. Здесь у нас tab 127.0.0.1 9.0.5.0. Вот так. Все, и сохраняем. Ctrl-O сохранить.
Ctrl-X выйти. Вот, и чтобы открыть какой-нибудь сайт, используя Proxy Chains, мы просто вводим Proxy Chains. Далее браузер, допустим, Firefox. И вот перед этим нужно закрыть. Я пока отключусь от VPN. Disconnect. Вот, Firefox и какой-нибудь сайт. google.com. По идее, он должен был открыться, но Proxy Chains под root пользователем не работает. Поэтому переключаемся на пользователя хакера и вводим ту же самую команду. Пытаемся открыть браузер Firefox. И как видим, браузер у нас открывается и пытается открыться сайт Google с использованием VPN Proxy Chains, который мы только что настроили. Видно тут ок. И Google у нас открывается. Долго это все работает, но даже ни одного прокси-сервера мы еще не выбрали. Но сайт открылся. Так вот, чтобы добавить какой-нибудь прокси-сервер, мы опять же таки переключаемся на root пользователя. Редактируем etc. Идем в конец файла. И здесь мы просто добавляем прокси сервера. Заходим на любой сайт, ищем free proxy. Далее ищем IP-адреса и просто вот сюда все пишем. SOX 5, IP-адрес и порт. И все, у вас будет данный прокси в списке. Там просто сохраняем config файл, и у вас будет использоваться именно этот прокси. Далее, с помощью Proxy Chains можно открывать не только браузер, а вообще любые программы, допустим, какой-нибудь Ping или Nmap. Все это будет работать через прокси. То есть любую программу, которую вы откроете с приставкой Proxy Chains, весь трафик будет проходить через прокси и будет шифроваться. Ну, все, это была вторая часть этичного хакинга. Она была такая вот маленькая, но полезная. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждите вот третью часть. Всем привет, это третья часть курса по этичному хакингу. И в этой части мы установим специальные VPN-плагины и настроим этот самый VPN. И также научимся менять MAC-адрес и поставим так, чтобы он менялся после каждой перезагрузки. Ну и также будет немного футпринтинга, это подготовка к четвертой части. В следующей части уже будет прям настоящий взлом. Ну так, приступим. Сначала нужно поставить эти самые плагины. Для этого мы вводим вот такую вот команду длинную. И нажимаем Enter. И как видим, что плагины все уже установлены. И далее мы будем, собственно, использовать их. Нужно как-то найти бесплатный VPN. Здесь находятся бесплатные VPN для наших плагинов. Мы открываем вкладку OpenVPN. Ну, PPTP мы тоже поставили, конечно, но будем использовать OpenVPN. И используем какой-нибудь любой сервер. Допустим, вот этот. И у нас скачался вот такой вот zip-архив. Мы его распаковываем. Я его уже распаковал. Вот он у меня. И мы тут открываем наш любимый терминал. Open Terminal here. И здесь мы видим .ovpn файлы. Это специальные конфигурационные файлы, как раз таки для VPN, которые мы только что поставили. Итак, чтобы применить эти файлы, мы вводим openvpn-config и указываем config файл. Это файл .ovpn. Ну, в данном случае мы вводим ls и вот наши файлы. Будем использовать вот этот файл. И таким образом наша команда будет выглядеть вот так. OpenVPN, config и вот этот вот файл. И все, у нас настраивается config. Далее нам нужно ввести username. В данном случае оно указано здесь VPN-book. Вот, VPN-book. И далее мы указываем пароль. В данном случае он тоже здесь указан. 3 EL 7 R8M. И все, нажимаем Enter и ждем, пока мы подключимся. Пробую еще раз, но уже с root правами. VPN
book и пароль. EU7R8M. И мы наконец-то уже с 10-й попытки подключились. Да, слава богу, я подключился. Во-первых, нужны были root права. Обязательно. Без них никуда. Во-вторых, нужно все правильно вводить. VPN book 3EU7R8M. И еще нужен правильный сервер. А то бывают такие бесплатные VPN, которые лежат, и к ним вообще подключиться невозможно. VPN это, конечно, хорошо, но нас все еще могут вычислить по нашему DNS серверу. Поэтому мы вводим nano от имени root etc и resolve.conf. Вот файл. И здесь под пунктом name server у нас указан наш DNS сервер. И как видим, это DNS сервер нашего роутера, то что не особо безопасно. Есть быстрые DNS сервера, допустим, DNS сервер Google 8.8.8.8. Есть также 1.1.1.1, тоже быстрый. И также можно указывать сразу несколько DNS серверов. Допустим, 1.1.1.1 и гугловский. Вот и все. Если у нас ляжет один сервер, то мы будем использовать второй. И так далее. Можно еще сколько угодно DNS серверов указывать. Но я оставлю вот так вот только 2. Так, все, мы заменили DNS сервер. И теперь пробуем обновить сайт. И он у нас работает. Все, DNS сервера работают, как мы видим. И достаточно быстро. Так, теперь мы переходим к MAC адресам. Мы сначала вводим ifconfig, и здесь мы находим наш Ethernet 0. Это у нас виртуальная машина, поэтому интернет обозначается как Ethernet. И вот здесь мы среди IP-адресов можем также увидеть и MAC адрес. Сейчас он вот такой вот. Ну, чтобы его поменять, у нас есть такая программа, как MAC Changer. Вот. Для того, чтобы увидеть текущий MAC адрес, то мы вводим S и Ethernet 0. И мы здесь видим два MAC адреса. Это текущий, который у нас отображался также в ifconfig. И есть настоящий MAC адрес, который у нас вшит прямо в само устройство. Его уже никак не заменить. Но мы можем заменить текущий MAC адрес, чтобы он навсегда отображался таким, какой мы захотим. А настоящий мы уже никак не заменим. Так, чтобы заменить MAC адрес, мы вводим MAC Changer и R, функция R, то есть random, и Ethernet 0. И вот такая вот команда MAC Changer random Ethernet 0 поменяла MAC адрес на вот такой вот 6E, EC, ну и так далее. Вот теперь у нас выглядит вот так. И если мы введем ifconfig, то мы увидим, что у нас действительно поменялся MAC адрес на вот такой вот. У нас действительно такой. И теперь, чтобы поставить это действие на перезагрузку, мы просто вводим cron tab-i. Вот так. И идем в самый конец. В самом конце у вас будет пусто, но нужно добавить вот эту вот строчку беленькую. Reboot, то есть действие происходит при каждой перезагрузке. Или команда MAC Changer, R, random и Ethernet 0. И все, после того, как вы добавите вот эту вот строчку и сделаете Ctrl-O, Enter, Ctrl-X, сохраните. Теперь при каждой перезагрузке будет меняться MAC адрес. Давайте это проверим. MAC Changer as Ethernet 0. И мы видим, что текущий MAC адрес выглядит вот так. Мы делаем Reboot, перезагрузку и ждем. Все, Kali Linux у нас перезагрузился. Мы открываем терминал. И вводим то же самое MAC Changer S и Ethernet 0. И теперь мы видим, что MAC адрес у нас действительно поменялся. Начало у него другое. Вообще первые 3 пункта MAC адреса это производитель, а остальное это само устройство. И мы можем отдельно менять производителя и устройство. Но это уже, конечно, мы глубоко погружаемся. Так, в принципе, этого для анонимности будет достаточно. VPN плюс кастомный MAC адрес после каждой перезагрузки. Итак, футпринтинг. Мы будем использовать утилиту nmap, и есть специальный сайт. Это scanme.nmap.org,
который специально создан для того, чтобы его сканировали. И с помощью утилиты NSLOOKUP мы получим сейчас его IP-адрес. И вот мы видим, что IP-адрес вот такой. И также NSLOOKUP можно использовать не только для определения IP-адреса, но и наоборот. Можно вставить IP-адрес и узнать доменное имя. То есть scanme.nmap.org. Ну, сейчас мы через саму nmap просканируем данный IP-адрес. Его вставляем. Для того, чтобы все видеть, мы добавляем аргумент VV. Также можно добавить аргумент P, это порт, допустим, 80. Сканировать на порт 80. И также можно сделать диапазон IP-адресов, допустим, 156-256. И у нас будет сканироваться вся IP-адреса в этом диапазоне, то есть 156, 157, 158 и так далее, до 256. Вот такой вот минимальный функционал Nmap. И давайте запустим это сканирование вот в таком вот диапазоне 159, допустим. Вот так вот сделаю. И смотрим, как оно у нас сканируется. Все, сканирование уже завершилось. Быстренько. И, естественно, у нас порт 80 у нас обнаружился везде. Замечательно. Чтобы сохранить результаты Nmap, чтобы мы их не потеряли, то мы вводим специальный аргумент OG и путь до файла. Допустим, file.txt. Вот сделаю вот так и еще раз запускаю. И теперь у нас результат уже сохранятся в файл. Мы вводим ls file.txt, и он у нас действительно есть. Смотрим, что в нем находится. И у нас находятся в нем те самые результаты, которые мы сохранили. Вот как-то так работает Nmap. Еще можно узнать другую информацию об IP-адресе. QRL ipinfo.io и /IP адрес. Допустим, вот этот самый IP адрес. Мы нажимаем, и вот мы видим всю информацию об IP адресе. IP, хост, город, регион, страна и так далее. Вся информация об IP адресе. На данный сайт ipinfo.io можно делать 1000 запросов в день максимум. Если больше, то все, уже делать их будет нельзя. Вот небольшое ограничение. Ну и в принципе это все по футпринтингу пока что. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы увидеть уведомления о 4-й части данного курса. Она будет не менее интересной, там мы уже перейдем к самому взлому. Все, спасибо за просмотр. Всем привет, это следующая часть курса по этичному хакингу, и в этой части мы уже перейдем к самому взлому. Так, вводим apt, install, и следующие программы. Во-первых, это AirCrack. Так, дальше у нас River, и дальше у нас Crunch. Нам эти программы очень пригодятся в дальнейшем, поэтому мы их сразу поставим, потому что дальше мы интернет использовать, к сожалению, не сможем. Так, Enter. И у нас тут ошибка вылезает. Не может найти пакет AirCrack. AirCrack-engine. Да, забыл. AirCrack-engine. Все, теперь у нас отображается сообщение, что у нас эти пакеты уже установлены. Вот, и теперь мы переходим к самому взлому. Так, во-первых, нам нужно перевести нашу сетевую карту в режим монитора. То есть, когда мы получаем все пакеты, даже те, которые нам не адресованы. Для этого мы вводим ifconfig, и мы смотрим, какие у нас есть сетевые карты. Мы будем использовать WLAN 0, вот это вот. Итак, вводим еще раз ifconfig. Далее WLAN 0. И down. То есть мы его опускаем. Дальше мы вводим ivconfig. Далее опять WLAN 0. И режим монитор, мод
мониторе. То есть мы сначала отключили нашу сетевую карту, потом мы ее переводим в режим мониторинг. Все, мы ее перевели, и ее можно обратно включать. Up вводим вместо down. Вот так. Все, теперь мы перевели нашу сетевую карту в режим мониторинг. Дальше, что нам надо сделать, это перейти к получению информации от Wi-Fi сети. Вводим airmoon-ng. Эта программа входит в пакет aircrack-ng. Вводим check и VLAN 0. Мы должны проверить, есть ли те процессы, которые мешают в данный момент делать наши действия. Мы видим два процесса, у них PID 637 и 776. Мы должны их убить. Вводим kill 637. У нас отрубается интернет, поэтому мы должны были все программы поставить в начале, о чем я и говорил. Потом вводим kill 766. Отрубаем все, еще раз проверяем и видим, что ничего нам больше не мешает. И мы можем переходить к самим действиям. Итак, вводим опять AirDump. Эта программа тоже в пакет aircrack-ng входит. AirDump-ng. Так, что я не так вел? AirDump. Буква О. Вот так. Не это. Это я до этого проверял. Так, AirDump VLAN 0. Вводим, и у нас начинается обширное сканирование. Здесь мы видим BSSID, это MAC-адрес, видим PVR, это сила сигнала. Также есть C, это канал, и ESSID, это название. Нажимаем Ctrl-C, чтобы остановить сканирование. Видим мою сеть. Вот она, Алексей с Galaxy A33 5G. Это моя сеть, я сейчас раздаю с телефона. Вот мы будем пытаться взломать ее. Значит, нам нужно, чтобы к сети был подключен хотя бы одно устройство. И чтобы сделать направленное сканирование, то есть на одну сеть, мы вводим airdump-ng, дальше VLAN 0, дальше -c это канал. В данном случае мы видим, что у нас из сети канал 6, вот он, channel Алексей 6, поэтому мы вводим 6. Дальше -v и file name, то есть мы вводим имя файла, куда будет сохраняться наш handshake. Допустим, GGG. Вот, дальше -bssid. Это как раз таки то самое имя MAC-адрес. Вот. Видим Алексей 135G и MAC-адрес. Мы его копируем и вставляем после BSSID. Так. Ну, как-то так. Все, начинаем сканирование. И вот мы сразу видим одно подключенное устройство. Вот оно. И как раз таки нам нужно, чтобы к Wi-Fi сети было подключено хотя бы одно устройство. Вот мы видим одно подключенное устройство. И далее мы пытаемся перехватить handshake. Как мы это будем делать? Мы должны отрубить все устройства, подключенные к Wi-Fi сети. Поэтому мы открываем еще один терминал. Root права получаем. Так, и дальше опять же таки AirPlay. Дальше -0 это аргумент. И 0 это количество пакетов деаутентификации. Если значение 0, то и это будет бесконечное количество. Дальше -a и BSSID нашего жертвы. И VLAN 0, конечно же, куда же без этого. Enter. И все, у нас начинаются отправляться пакеты деаутентификации. И сейчас мы вот-вот получим handshake. Все, мы его получили, вот. VPA handshake, отображается, что мы его получили. Мы можем выключать этот процесс, Ctrl-C. Все, мы отключили, это единственное устройство, которое было подключено к сети. Оно начало переподключаться, и мы получили handshake. Все, это, в принципе, тоже можно отключать. И все, теперь у нас есть handshake. И осталось его только взломать, этот handshake брутфорсом. Чтобы это сделать, у нас есть утилита, которая называется Crunch. Crunch.
С помощью нее можно генерировать различные пароли. И вводим Crunch. Первый — это у нас минимальное количество символов в пароле. Это 8. Максимальное тоже 8 сделаем. И дальше символы, которые должны быть в пароле. Мы добавим все цифры. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот все цифры, которые только могут быть. И длина пароля 8. И все. Далее мы вводим вот такой вот знак. И имя файла. Допустим, file-pass.txt. Все, у нас создастся файл с паролями, file-pass.txt, в котором будут все возможные пароли длиной 8 символов. И в этих паролях будут символы вот эти вот 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, нажимаем Enter. У нас генерируются пароли. Объем 800 мегабайт. Мне кажется, как-то многовато. Да, реально многовато, поэтому мы уберем 0, пожалуй, отсюда. Сделаем вот так. Файл pass 2. Опять всего 369 мегабайт данных. И у нас генерируется сейчас пароли. Немного подождем. Все, сгенерировались. Теперь нам нужно взломать файл с хэндшейком, используя вот эту вот базу с паролями, которая у нас содержится в файле вот этого вот file-pass2.txt. Итак, чтобы зафорсить пароль, нам понадобится вот такая команда. Мы сначала вводим все наши сгенерированные кранчем пароли, потом AirCrack их принимает, сверяет с хэндшейком и выдает результат. И вот мы видим, что у нас пароль совпал. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, пароль взломан. Мы узнали про Wi-Fi. И данная часть курса этичного хакинга подходит к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.